Успокойся, ты не в моем вкусе. Хорошо. Почему? Говоришь много. Ты упрямая, самодовольная, зазнайка и брюзга. У тебя слишком узкий зад и маленькие сиськи. Эй, хочешь знать, почему ты не в моем вкусе? Нет. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы снова на канале Киногост. 6 дней 7 ночей 1998 года, Six Days, Seven Nights, американский приключенческий фильм «Робинзонада» с Энн Хетч и Харрисоном Фордом в главных ролях, режиссера Айвана Рейтмана, снявшего фильмы «Охотники за привидениями» 1984 года с Биллом Мюрреем, «Детсадовский полицейский» 1990 года с Арнольдом Шварценеггером. Премьера фильма состоялась 12 июня 1998 года в США и Канаде. В мировом прокате фильм «6 дней 7 ночей» с бюджетом $70 миллионов собрал более 164 миллионов долларов. Харрисон Форд получил премию «Блокбастер» как любимый актер романтической комедии «Six Days, Seven Nights», а Энн Хетч, Дэвид Швиммер и Жаклин Абрадорс получили номинации. Да мои $700 верни. Что? Сказал, отвезешь меня на Таити, не отвез? Давай, быстро. Давай. 1, 2, 3. Что? А мы делимся пополам. Пополам? Пополам? Пополам. 6 дней 7 ночей – приключенческая комедия Айвана Рейтмана. Здесь есть и экшн-сцены, и элементы мелодрамы, и красивые тропические пейзажи. Но все-таки основа фильма – это приключения. В главных ролях снялись Энн Хетч и Харрисон Форд, а на втором плане можно заметить вполне любопытных личностей. Это и Дэвид Швиммер из сериала «Друзья», и Дэнни Трехо, ставший глобально известным многими годами позже. Фильм является сугубо развлекательным и на отлично справится с задачей скрасить скучный вечер. Это 1,5 часа насыщенных динамичных сцен с забавной романтической линией между героями Энн Хетч и Харрисона Форда и вполне неплохими шутками. Отдельно хочется отметить операторскую работу. Майкл Чепман, снявший в свое время клипы для Майкла Джексона, и здесь оказался на высоте. Так, закрылки. Хорошо. Слегка задрать нос при посадке. Так, о боже. Фильм «6 дней 7 ночей», актеры и роли. Харрисон Форд, Квин Харрис, пилот самолета. Энн Хетч, Робин Монро, замредактора модного журнала. Дэвид Швиммер, Фрэнк Мартин, жених Робин. Жаклин Абрадорс, Анжелика, танцовщица, подруга Квина. Эллисон Дженни, Марджери, босс Робин. Темуара Моррисон, Джаггер, главарь пиратов. Клифф Кертис, Кип, пират. Дэнни Трехо, Пирс, пират. Дуглас Уэстон, Филипп Синклер, менеджер курорта. Бен Боут, Том Марлоуи, пилот вертолета. Не тяни за это! Оставь его! Стой! Вытащи меня отсюда! Нет! Нет! Вытащи меня отсюда! Ты перестанешь вести себя как истеричка? Пошел ты! Не понял, что ты сказала? Я так и думал, что это. Самолет, которым управляет герой Харрисона Форда, это одномоторный De Havilland Beaver. Актер является владельцем точно такого же самолета и сам управлял им на съемках картины. Тем не менее, Харрисону Форду пришлось пройти дополнительную сертификацию для страховой компании, с тем, чтобы ему было разрешено управлять самолетом с другими людьми на борту. Использованный в фильме «6 дней 7 ночей», аэроплан был задействован также при съемках картины «На грани» 1997 года. В обеих кинолентах он терпит аварию. Сценарий писался сразу под Харрисона Форда. Его гонорар за роль Квина составил $20 миллионов. Боже. Сколько вы их уже приняли? Я не имею понятия. Слушай, Что? у нас неприятности. Ты сиди спокойно, пристегнись и дай мне управлять самолетом. Есть, сэр. Киностудия Touchstone Pictures хотела пригласить на главную женскую роль Джулию Робертс, но актриса ответила отказом из-за загруженности.
Поэтому выбор партнерши доверили Форду, который из актрис Гвинет Пэлтроу, Мэг Райан, Умы Турман, Кэмерон Диас и Энн Хейдж выбрал последнюю. Если бы Харрисон Форд выбрал Мэг Райан, это был бы второй раз, когда она играла героиню, связанную с пилотом, а первым фильмом был «Топ Ган» 1986 года с Томом Крузом. Съемки фильма «6 дней 7 ночей» проходили с 7 июля по 29 октября 1997 года в Тихом океане, на острове Каваи, который входит в принадлежащий США Гавайский архипелаг и где был снят фильм «Кинг-Конг» 1976 года. Актеры Темуара Моррисон и Клифф Кертис, играющие в фильме «6 дней 7 ночей», говорят на языке маори. Однако они не знали, как сказать сложные фразы, которые они должны были произносить, поэтому они просто добавляли в разговор случайные повседневные вещи, например, то, что готовили на ужин. Я попробую с другой стороны. Хорошо, ладно. Ладно, посмотрим. Только попробуй улыбнуться. На своем прослушивании Энн Хейдж сказала Харрисону Форду, что «Звездные войны» эпизод 4 «Новая надежда» 1977 года, где он играл Хана Соло, был первым фильмом, который она когда-либо видела. Жаклина Брадор, сыгравшая уроженку Тихоокеанских островов, по происхождению аргентинка. Сказать, что выбор на главные роли Энн Хейдж и Харрисона Форда в фильме «6 дней 7 ночей» удачный, это не сказать ничего. Это один из тех случаев, когда интересный дуэт носит столько шарма и обаяния, что оторваться от просмотра попросту невозможно. Основная идея картины в том, что настоящую любовь встречаешь тогда, когда совсем этого не ожидаешь. Ведь до последнего героиня Энн Хейдж Робин была уверена в том, что уже встретила главного мужчину в своей жизни, и как же она ошибалась. И ты заслуживаешь кого-то посвежее. Ты не считаешь, что это мне решать? Давай говорить честно. Ты не станешь моим вторым пилотом, а я не поеду в Нью-Йорк твоим секретарем. И к чему мы пришли? Не знаю, кажется, ни к чему. Так что не стоит все усложнять. Фильм «6 дней 7 ночей». Сюжет. Сотрудница гламурного журнала Робин Монро, Энн Хейдж, прилетела на тропический остров Макатеа, Макати, где ее жених Фрэнк, Дэвид Швиммер, сделал ей предложение и официально объявил о помолвке. Неожиданно Робин вызывают на Таити в связи с проблемами по работе. Единственная возможность добраться на Таити — лететь на четырехместном самолете De Havilland Beaver с пилотом Квином Харрисон Форд. Во время полета Робин и Квин попадают в грозу и совершают вынужденную посадку на необитаемом острове. У самолета выходит из строя шасси. Потерпевшие бедствие вынуждены выживать на острове как робинзоны. Им приходится искать себе воду, пропитание, попытаться вызвать помощь. Два таких разных человека разного возраста и социального статуса поневоле сближаются. Между тем, друзья и близкие начинают поиски, и через несколько дней считают Робин и Квина погибшими. Фрэнк в ходе поисков также близко познакомился со стюардессой Квина, танцовщицей Анжеликой, и переспал с ней. О боже, что я делал? И сколько раз я это делал? С тобой все хорошо? Нет, это неправильно. Все было неправильно. Извини меня. Что ты говоришь? Нет, я хочу сказать, ты все делала очень правильно, все. А я делал все неправильно, все. Квин находит на острове потерпевший крушение японский гидросамолет времен Второй мировой войны и закрепляет поплавки от него на своем De Havilland Beaver. Неподалеку от необитаемого острова проплывали пираты, и герои Энн Хейдж и Харрисона Форда стали невольными свидетельствами убийства пиратами владельца захваченного катера. Пиратам совершенно не нужны были свидетели, и Квину с Робин только чудом удалось спастись, взлетев на наспех починенном самолете в последний момент под выстрелами пиратской пушки. Пропавшие без вести Квин и Робин возвращаются назад к цивилизации. Теперь четверке героев предстоит разобраться со своими запутанными взаимоотношениями. Главная героиня собирается домой и порывает с Фрэнком. Квин, который поначалу не собирался менять свой образ жизни и считал островной роман с Робин случайностью, вдруг бросает все и приезжает в аэропорт. В последний момент он догоняет сошедшую с самолета Робин и заключает ее в свои объятия. Мне понравилось целовать тебя. Ты знаешь и мне. Но Но я боюсь, что не смогу остановиться. звучит хорошо. Фильм «6 дней 7 ночей» разыгрывает перед нами несравненную островную комедию с романтическим уклоном,
который лично для меня является одной из лучших ввиду многих ей подобных. Помимо приятного ненавязчивого сюжета, действие которого разворачивается на экзотических Гавайских островах, и хороших актеров Энн Хэтч и Харрисона Форда, в фильме Six Days, Seven Nights 1998 года есть еще одна редкая ценность – хороший и, что главное, не пошлый юмор, а это делает просмотр вдвойне приятней. Очень много ситуаций и реплик, которые вызывают искренний хохот зрителей. Нынешнее положение кинокомедийной отрасли во многом уступает тогдашней. 6 дней 7 ночей – приятная, легкая, приключенческая мелодрама, способная растопить даже черствые сердца, поскольку дарит положительные эмоции, начиная с первого кадра. Извини. За поцелуй? Нет. За это. Очень хотелось бы иметь побольше таких фильмов, как «6 дней 7 ночей» 1998 года. В нем круто замешаны и романтика, и комедия, и приключения. Между главными персонажами Энн Хэтч и Харрисона Форда, на которых и строится весь фильм, чувствуется взаимное притяжение. В их взаимоотношениях есть искра, они как будто созданы друг для друга. Причин может быть много, в любом случае наблюдается именно тандем, пара, взаимодействующие частицы. Получились живые выразительные персонажи, за которыми интересно наблюдать. А еще интереснее наблюдать за их непростыми, полярно меняющимися по ходу развития сюжета отношениями. Как они дружат или враждуют, не уживаются друг с другом или примиряются и действуют сообща. 6 дней, 7 ночей. Зачем ты слезла с самолета? А зачем ты примчался сюда? Я решил, что в моей жизни все слишком просто. Дэн, Да, я хочу все усложнить к чертовой матери.